Приветствую вас, уважаемые подписчики, на канале Дзен записки эпидемиолога, Инстаграма, Ютуба. Меня зовут Троцак Вячеслав Юрьевич, я врач-эксперт по ВИЧ. Я проработал 16 лет в спеццентре, а сейчас консультирую по вопросам рисков заражения ВИЧ и о том, когда уже можно перестать сдавать на ВИЧ и жить спокойно. Сегодняшняя наша тема – это как избавиться от навязчивого страха, что ты заразишься ВИЧ или что ты уже заразился ВИЧ. Вообще, откуда взялась эта проблема? Взглянем в корень этой проблемы, когда она началась. Она началась, когда информация стала доступна, когда появился интернет. И появилось очень много людей, которые хотели заработать на тех запросах людей, которые хотели знать о ВИЧ-инфекции. И основной запрос это был, какие симптомы ВИЧ у женщин, у мужчин, потому что люди думали, что есть определенный комплекс симптомов, по которым можно точно сказать, что у человека есть ВИЧ, что он инфицирован ВИЧ. И поэтому они искали эти симптомы у себя, находили и думали, что у них ВИЧ. И из-за этого у них развивалась спидофобия. Они начинали бояться, что у них ВИЧ, и бежали сдавать на ВИЧ-инфекцию анализы, но не знали, что с ними делать, что делать с этими анализами. Был такой случай еще в годы СССР, который хорошо демонстрирует, как можно заморочиться и так себя довести, что у тебя уже начнут проявляться симптомы СПИДа. Был врач, который попал в аварию, когда у него произошла медицинская авария, когда он делал операцию человеку, у которого есть ВИЧ, и он порезался. И у него взяли анализ на ВИЧ, но тогда анализ на ВИЧ в годы СССР делался не как сейчас, на следующий день уже можно получить результат или через неделю, а нужно было ждать несколько месяцев. И пока он ждал, а так как он знал, какие могут быть симптомы СПИДа, то все эти симптомы начали проявляться у него, пока он ждал. То есть возникла так называемая психосоматика, как говорят. То есть взаимосвязь нашей психики и сома тела. И когда он получил результат, оказалось, что у него отрицательный. И после этого все симптомы исчезли. Вот какая существует взаимосвязь между том, что мы сильно очень верим в то, что на самом деле. И наше тело, организм может на это реагировать. Это тоже нужно учитывать. Что происходит сегодня? Обычно человек совершает некое действие, которое осуждается его моральным законом, которое несет в себе потенциальную опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Предположим, это или половой акт вне брака, или это половой акт с проституткой, или это гомосексуальный контакт какой-то. И человек после этого, он где-то в интернете видит про симптомы, это его внутренне подсознательно мучает, и он начинает искать симптомы, у него появляются какие-то симптомы, которые он находит, то у него лимфоузлы увеличились, то там что-то заболело, высыпали какие-то высыпания на языке, которые и раньше были, но он просто не обращал на них внимания. И он предполагает, смотрит в интернет, видит симптомы, что там увеличенные лимфоузлы, это значит ВИЧ. И он думает, что это ВИЧ. И идет обследоваться, а иногда даже боится обследоваться. Он с этой проблемой остается, не знает, что делать, он мучает себя. А тот, кто идет обследоваться, не обследуется. Потом выясняется, что для ВИЧ-инфекции есть период окна, то есть период, когда ВИЧ уже есть, а анализы показывают отрицательный результат. Но успокоиться не так просто, потому что человек пытается убедить себя, что у него нет ВИЧ с помощью разума.
То есть он ищет в интернете всякие подтверждения, там выискивает. Это есть целые форумы, которые этому посвящены, и люди ищут. Но так себя убедить невозможно. Невозможно. Здесь необходимо волевое решение. Волевое решение, чтобы поверить, что у тебя нет ВИЧ. Перед тобой есть этот анализ, в котором написано, что у тебя ИФА 4-го поколения, в котором в названии обычно есть антиген, антитело, АГ-АТ написано, и что у тебя нет никакого ВИЧ. И тебе в это придется поверить. Другого пути избавиться от мыслей, там, которые будут навязчивых мыслей, что у тебя есть ВИЧ, нету. И очень важно не подбрасывать дрова в костер, который разгорелся в твоей голове. Дрова – это информация. Если ты будешь в интернете продолжать искать симптомы, ты будешь их находить, и ты можешь пропустить, эти симптомы могут быть симптомами сотни заболеваний. Ты можешь пропустить другое заболевание, которое может быть, если его запустить, даже опаснее ВИЧ. Поэтому необходимо поверить, что вот в этот анализ, что у тебя нет ВИЧ-инфекции. И да, придется немножко пожить с этими сомнениями, но со временем, у каждого по-разному, если ты не будешь бросать дровишек в костер, костер угаснет, и ты успокоишься, и к тебе придет уверенность, что у тебя нет никакого ВИЧ. Если вам нужна какая-то дополнительная индивидуальная консультация по рискам заражения, потом как успокоиться и перестать сдавать на ВИЧ, обращайтесь ко мне на мой профиль ВКонтакте или в личные сообщения. Там в описании указан адрес. Спасибо за внимание, спасибо, что вы прослушали. Не кидайте сильно в меня помидоры. И слушайте то, не как я говорю, а то, что я говорю. Вот, потому что это мое второе видео. Вот, спасибо вам за ваше внимание. До свидания.